Всем привет! Сегодня у нас расклад «Добьешься ли ты успеха в задуманном деле?». И сразу скажу, этот канал не для тех, которые хотят, чтобы я их по головке погладил, сказал «все получится, держись» там и так далее. Нет, что карты показывают, то я и говорю. Если показывает десятку мечей, значит мы все умрем. Если башня, значит все разрушится. Никаких не будет там моих реплик, чтобы вам понравиться и так далее. Я читаю карты, и не более того. Итак, приходите в проживание арканов, научитесь Таро читать в потоке. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Ну, задуманное дело по картам — это отношения, замуж выйти и так далее. И ты вот смотришь на идею семьи и отношений не как на романтику и эмоции, а как на настоящее дело, которое требует ответственности, требует там этой, как ее, системности, вложений. Для тебя создать семью — это не про красивые фотографии и там свидания красивые. Это что-то вроде как проект всей жизни, где основа — это стабильность, поддержка, ощущение дома и то, что тебя дома ждут. И ты вкладываешь туда свое самое ценное. Желание не вот этого временного партнерства, да, а вот союз, который выдерживает годы. И ты сама готова вложиться всем сердцем. Ты готова учиться уступать, заботиться, силы вкладывать, борщ варить. Даже строить быт так, чтобы он был живым и теплым. У тебя способность есть вот это давать ощущение безопасности другому человеку. И в тебе сидит вот этот настрой «возьми меня такой, какая я есть, и давай кайфовать». Примерно вот так. Или как сказать, давай строить нашу семью кирпичик за кирпичиком. И главное, твоя роль, она не пассивная. Ты не ждешь, что кто-то сделает как сказать, рождение семьи кто-то сам, как сказать по-другому. То, что кто-то сам придет и все сделает. То есть ты тот человек, кто готов вкладывать душу и энергию каждый день в семью. Потому что твое видение, оно завязано не на громких словах, а на поступках. Поэтому для тебя это проект. И этот проект твой про ценность, про будущее, про вклад и так далее. Какие неожиданные повороты или препятствия ждут на пути ко всему? Ну, знаешь, здесь нужно понимать. Дорога гладкой не будет. Ни в одной, даже в самой идеальной семье нет гладких дорог. Тебе придется столкнуться с моментами выбора. Ты окажешься в ситуации, когда между тобой и твоим мужчиной будут недосказанности, будут взгляды разные. Он будет увиливать, а тебе придется каждый день там решать, смягчать ситуацию или, как говорится, скалку применить. Будет и второй аспект. Это эмоции. Ты часто чувствами живешь, и это сильная черта, но иногда из-за этого возникает риск идти за красивыми словами, а не за реальной стабильностью. Потому что, нафантазировав себе семью, в твоей голове есть идеальная картинка, которую никогда не добиться. Кто-то горы обещает, кто-то там водопады любви, вечные признания, а ты рискуешь поверить и вложиться раньше, чем оно того стоит. Но именно здесь и будет проверка. Ты сможешь либо включить холодную голову и отличать искренность от пустых спектаклей, либо твой проект будет развален.
И неожиданные повороты в чем, знаешь? В том, что ты сама поймешь, что не все хорошие люди — это твои люди. И здесь тебе придется выбирать не по твоему импульсу, а по сути. Готов ли человек вкладываться так же, как и ты? И это будет фильтром, который отсечет половину красивых вариантов, но зато оставит одного настоящего. Это если ты, как говорится, не через призму своих фантазий будешь на все смотреть. Добьешься ли ты в этом успеха и как это твою жизнь изменит? Да, успех будет, но не сразу и не без вот этих встрясок. У тебя, знаешь, впереди такой период, когда вот придется отстоять свое место под солнцем. То есть будет такой момент борьбы за то, чтобы твои ценности в отношениях были услышаны и вот, как сказать, и поняты. То есть ты не тот, кто сядет в углу и там примет любые условия, заплакав. Ты будешь стоять за свою версию союза, там честного, теплого, равного и так далее. И вот это твое «я не соглашусь на минимум», оно приведет к переломному моменту. В твою жизнь войдет этот мужчина, и ты там будешь, как сказать, в ваших отношениях не второстепенный игрок, а полноценная половинка равной жопки. И после этого все изменится. Ты ощутишь не просто любовь, а настоящую опору. И самое главное, ты при этом останешься собой. Там с легкостью, со своей, с умением радоваться жизни, там рисковать, удивлять. Ты создашь формат отношений, где есть и глубина, и вот эта живость, и чувство, что на тебе не замыкается весь процесс, а вы вместе все строите. И успех, знаешь, именно тогда придет, когда ты перестанешь бояться свою ценность отстаивать. И примешь, что семья — это не только там про любовь и про в обнимку смотреть телевизор, но это еще и про границы и про уважение. И ты это сделаешь. Тогда жизнь, она упрется на стабильный фундамент у тебя, а сверху будет пространство для того, чтобы легко дышать и счастливой быть. Но, я еще раз повторяюсь, если фантазийную картинку в голове проработаешь. Я думаю, что ты все поняла. Давайте перейдем ко второму варианту. У двоечек тоже даже по картинкам понятно. Твой проект — это в отпуск смотаться. И ты сама мотор вот этой идеи. Все желание поехать в отпуск целиком держится только на тебе. Ты уже картинку видишь. Отдых, яркие эмоции, смена обстановки. И для тебя это не просто поездка, это прям способ выдохнуть и почувствовать, что жизнь не сводится там к работе, бытовухе, бесконечным заботам. Это твоя личная цель. То есть тебе нужна эмоциональная перезагрузка, и ты это прекрасно понимаешь. И ты вкладываешь в идею много энергии именно на уровне эмоций. Тебе важно почувствовать радость, снова ожить внутри. Ты устала от вот этой рутины, серости, хочется в жизнь добавить красок. И для тебя это не прихоть, а вот прям реально способ взять паузу от вот этих внутренних тяжестей, которые накопились. И при этом ты не просто мечтаешь, ты реально ищешь варианты. Там туры смотришь какие-нибудь горящие, прикидываешь деньги сколько, даты смотришь. То есть ты не из тех, кто вот хочу, но ничего для этого делать не буду. Но знаешь, надо признать, что в голове у тебя слишком много сценариев сразу. И это немного размывает фокус и мешает сделать один единственный выбор. Тебе кажется, вот что вот все сразу ты получишь. Нет. Но твое желание и твоя энергия — это ключевой фактор, без которого это все давно бы заглохло. Какие повороты и препятствия будут? Ну, а что тут говорить? Финансы и организация. У тебя периодически то все ровно, стабильно, то внезапно возникает куча там трат денежных.
Как будто ты балансируешь сразу, как сказать, сразу несколько задач подкинула и ждешь, когда они, как сказать, ими жонглировать будешь. Где-то долг, где-то платеж, где-то бытовые расходы, квартплата пришла. Из-за этого у тебя мысль, а может лучше отложить этот отпуск. И вот это будет все время лезть в голову, потому что это и есть твое препятствие. Плюс еще вопрос времени. Ты хочешь быстро, чуть ли не завтра, а получится, что придется запастись терпением. Эта идея, она не за неделю сработает, а после определенного ожидания будет соблазн деньги потратить на что-то другое. Красивая платьишко, красивая сумочка, еще что-то. Откладываем отпуск. Но твоя выдержка и твое умение сохранить цель, они помогут довести твою задумку до конца. Еще неопределенность с выбором направления. Ты сама путаешься, то ли тебе Италия, то ли Турция, то ли просто санаторий-профилакторий рядом, который под окном. И вот это метание, это и есть твоя ловушка. Потому что энергия будет уходить на вот это вот придумывание разных вариантов, вместо того, чтобы вложиться в один план и двигаться к нему. И да, без конкретики будет риск, так и не сдвинется ничего. Добьешься ли ты успеха, как твою жизнь изменит? Добьешься. Вот прям однозначно добьешься. Причем не на халяву. Успех будет результатом того, что ты реально себя в кулак соберешь, выстроишь план, как сказать, себя дисциплинируешь. Вот себя возьмешь за шкирку себя возьмешь и скажешь: все, я вот еду в Турцию, буду там кутить. И ты возьмешь под личный контроль все: деньги, организацию, сроки. И здесь включится твой внутренний вот этот император. Тот самый человек, который умеет структурировать и добиваться конкретного результата. В итоге отпуск состоится, и это будет именно то, чего ты ждала. Чувство победы над обстоятельствами и полное удовлетворение от того, что у тебя получилось все твоим трудом. Ты не просто голову проветришь, ты вернешь себе ощущение, что ты можешь. Вот прям ты можешь, вот ты сама себе так скажешь: я могу все. И после этой поездки у тебя изменится отношение к целям. Ты увидишь, что при правильном подходе любые мечты, даже самые, как сказать, нереальные, можно превращать в реальность. И это будет зарядом твоей уверенности для следующих шагов каких-либо. Все получится. Все, ты умничка. Главное, императора включи. Давайте перейдем к третьему варианту. А у троечек даже не нужно говорить, какое дело. Работа тяжелая, которую хочешь сменить. Ты сейчас, знаешь, человек, который чемодан без колес тянет. Работа, от которой ты устала, которая больше ничего не дает, кроме тяжести, и ты уже просто перегорела на своем месте. У тебя нет ни радости, ни ощущения развития. Это как будто вот потолок. Каждое утро ты как будто кирпичи поднимаешь, и так вот день за днем. Вкладываешь ты туда свое время, силы, потому что вот все остальное, включая душу, желание, уже давно вышло из этой игры. От этого и решение уйти, как оно говорится, выглядит логичным. Ты понимаешь, что больше просто ты не можешь тащить прежнюю нагрузку, иначе выгорит все, и здоровье, и нервы. Твое желание — это вот не просто «хочу перемен», а это уже вопрос выживания. Ты вкладываешь в эту идею свою надежду на более легкую жизнь, где вот все не будет через вот эти твои надрывы. По сути, твоя роль сейчас — это инициатор разрыва и перехода. Ты тот человек, кто решает, что хватит,
пора к новому двигаться. Ты решила первым делом сбросить эту, как говорится, тягу и сменить маршрут. Какие повороты и препятствия на пути этого всего? Ну, самое интересное, знаешь, когда ты уйдешь, у тебя будет мощный прилив энергии и ощущение свободы. Ты вот просто сразу почувствуешь, что сделала правильно, как будто пару мешков этого цемента сбросила со спины. Первые шаги на новом месте или вот сама идея смены работы, они тебе приносят радость и уверенность. Но потом, конечно, сложности начнут вылазить. Во-первых, это тревога. Она у тебя уже в голове есть. Там, что если все не получится, если я ошиблась, и вот это вот много если. И вот эта тревога, она будет точить тебя изнутри. Ты сама станешь себе врагом номер один, потому что ты начнешь сомневаться много, придумывать самые худшие сценарии. А вторая проблема — это вот дезинформация и полуправда. Кто-то пообещает тебе золотые горы, скрывая, как говорится, мелкий текст мелким шрифтом. И сама ты неправильно оценивать картину будешь. Тебе будет казаться, что вот все легко, а кажется, что есть подводные камни. И здесь, знаешь, важно не строить иллюзий и проверять все вот до самых мелочушечек. По сути, главный твой враг в этой истории не конкуренция и не новый этап, а страх и ожидания, которые будут тебя накрывать моментами. И к этому, конечно, нужно быть готовым. Добьешься ли успеха и как твою жизнь изменит? Добьешься. Несмотря на эти тревоги, несмотря на то, что часть этого всего поначалу будет казаться тебе запутанной, все равно результат окажется в твою пользу. У тебя будет уверенность, что вот это решение уйти было единственно правильным. Все это напряжение, оно пройдет, когда придет первый реальный результат. Когда ты почувствуешь, что новая работа, новое направление, они дают тебе рост. И ты выйдешь на уровень, где тебя будут видеть, ценить именно за твои способности, а не за готовность вот этот тянуть чужой груз бесконечно. Ты получишь уважение и внутреннее чувство, что теперь ты свою жизнь контролируешь, а не жизнь контролирует тебя. Менять поле деятельности, оно, знаешь, всегда ж страшно. Но вот именно для тебя этот переход из вечного надрыва, потому что у тебя уж пупок скоро развяжется, в позицию достойного результата идешь. Это твою жизнь изменит, знаешь, вот ты перестанешь видеть себя жертвой вот этих обстоятельств. Ощутишь свободу, начнешь выбирать работу, а не терпеть ее. Ну, то, что ты решился на такой шаг, это уже большая победа. Остальное подтянется, даже если вот первые месяцы они будут тяжелыми, очень сильно тяжелыми. В итоге успех будет, и он даст тебе мощный стимул. Мощный стимул как для будущего роста, так и вообще работать. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, обязательно приходи в проживание арканов, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, а то и вообще сделай себе огромнейший подарок, приходи в манифест. И помни, что я всегда с тобой рядом.